Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет! Вы на канале Польза Стримы. Меня зовут Саня, и здесь только подробные стримы с прожаркой различного вида устройств. Сегодня мы с вами будем прожаривать вот это устройство Pixel 8a. Обычная прожарка уже была, сейчас я делаю расширенные прожарки. Что это значит? Я буду гонять его в игре, в которой все смартфоны стараюсь теперь гонять. Уже два до них было. До этого смартфона у меня смарт был, получается, Poco X6 Pro вчера. Отработал почти 5 часов. И 4,5 часа Samsung S24 Ultra позавчера у нас гонялся. Вот. Послезавтра, возможно завтра, будет прожарка iQOO 9s Pro, не Pro Plus, вот этот вот. И его мы будем прожаривать уже не как этот, то есть я не просто буду играть в течение нескольких часов в Diablo Immortal, пока он не разрядится, но еще перед этим прогоню 3 раза антутовские тесты, покажу шим и все остальное. Так как Pixel 8a мы уже прогоняли по полной, единственное, что я хочу добавить, что несмотря на то, что он волшебно снимает, как был этот глючный тензор просто мракобесным, так и остался. И в защиту своей позиции, во-первых, не забудьте подписаться на канал с колоколом, прожать лайк. Во-вторых, хочу отметить, что вот этот волшебный смартфон, к сожалению или счастью, в течение 3 часов я не могу зарядить до 100%, то есть у меня было 96, потом вот сейчас висело 97, и где-то за полчаса он набрал до 98, при том, что вот смотрите, я, допустим, сейчас его выключу, сейчас вы увидите, вот сейчас идет запуск телефона. Сейчас я долгим нажатием буду его вырубать. Можно через шторку. Выключение. Вырубаю. Вот просто вырубаю смарт. Он у меня какого-то лешего еще и включается. То есть это все нытье, но это из разряда того, что делают гуглы со своими устройствами, как они общаются с пикселем. Если он не включится, я буду только счастлив. Но какого-то лешего я его вырубаю, а он включается. То есть это к чему, как у меня говорят, зачем ты опять делаешь на него прожарку? Я делаю прожарку на него для чистоты эксперимента, потому что это один из самых дешевых смартфонов для видеосъемки. То есть я его при вас только что выключил, а он включился сам. Это первое. Второе. Всем, кому интересен такой контент из разряда, ну это тесты. То есть насколько хороший скоморох, плохой скоморох. Это не важно, для вас должно быть. Если вы любите технику, так никто не делает. То есть мне не жалко 6 часов своего времени, еще там 3-5 часов подготовки, потому что я все равно что-то скачиваю заново, обновляю, проверяю и подобное, и потом еще с вами общаюсь. Не забывайте прожать лайк, не забывайте написать в комментах, чтобы я продолжал. Кому не жалко, можете кинуть донат, кому жалко, можете не кидать, это канал не про донаты. Но, повторяю, что пока мы с вами тестируем устройства, которые уже были, с завтрашнего дня начинается свежак. То есть iQOO, после iQOO мы начинаем тестировать Z60S Pro от Nubi, потом, скорее всего, Motorola, и, в общем, к тому моменту, как я уже буду гонять Motorola, мне кажется, что у меня будет очень много всего. Да, смартфон очень ценен своими габаритами, но я повторяю, что вот мы сейчас начинаем стрим, я ною, что я не могу его до 100% зарядить, то есть у меня до сих пор 98 уже несколько часов. То есть у меня было 96, потом 97, выключить я его не могу, я при вас его только что выключил, он включился. То есть это смарт, не выключаемый на данный момент вообще никак. И сегодня, повторяюсь, мы гоняем его в Diablo в нули. До того, как я буду гонять его в Diablo 5 секунд, мы сейчас замерим с вами яркость его благополучным образом. И я не думаю, что он долго выживет, хотя у него там только 30 FPS можно выставлять. Отключить оповещения. Отключить все уведомления. Да. Какая-то лютотень с люксами, да? Наверное, надо будет подождать, если он реальный экран... адаптивная яркость. Почему адаптивная? Я ее отрубал, если что. Почти 1000 люксов. Почти 1000 люксов. Я думаю, что он сбросит довольно быстро. Будем надеяться, разумеется, что не быстро. Сейчас я переключусь и повторяюсь, что от вашей активности зависит, продолжу ли я этот банкет или нет. Потому что главное для меня все равно обзоры. На обзорах у меня все равно будут просмотры. От вас зависит, будут ли у нас подобные стримы.
И если сегодня смартфон вам не интересен, то завтра вполне возможно вас что-то заинтересует. Поэтому лучше эту тему поддержать. Особенно учитывая, что происходит с YouTube. Если вы смотрите это на YouTube, хорошо, потому что больше нигде вы смотреть не можете, потому что больше ничего нормально не работает. И все. Можно на Твиче, но на Твиче неудобно мне. Нет, ну не на час. Почему? На 20 минут он дольше проработал. Ну посмотрите стримы, тот и другой. То есть я не буду здесь консультировать, что это из разряда я просидел 10 часов, потому что, а вам лень включить один и второй ролик, да? Так, показываю, что все загружено. Первое. Второе. Выбираем штатно героя мракобесного. Да, это компакт, то есть смартфон реально маленький, рамки огромные. Он уже начал греться, кстати. Ну ладно, посмотрим, как он будет себя вести. Не будем мы негативничать сразу. Я очень надеюсь, что часа 3 он проживет. И это будет хорошо, если он 3 часа проживет, я вам скажу честно. Игорь, Ирина, Светлана, Эвелиан, Точка, Апоссум. Всем привет. И High Orbit тоже. Так, это что, он мне сам предлагает играть? Ну, давайте. Окей. Что он уже... Ему уже плохо. Ему уже нехорошо. Мягко сказано. А что с ним не так? Наверное, я графику пониже сделаю. Так, сейчас я вам покажу, опять же, настройки. В настройках у него ничего прям супер плохого нету. То есть 30 высокая, нагрузка высокая. Мне кажется, что надо его вырубить. Постобработка включена. Давайте включена. Полегче, может, ему будет. Эффекты свечения. Что надо выключить, чтобы ему стало полегче? Мне кажется, что... Ну, давайте попробуем начать играть. 30... Ох ты! Как я люблю тензор. Говорили, с 9 сентября YouTube отвиснет. Понятия не имею. Я считаю, что его забанят. И мне не важно, в общем. Я думаю, что вам тоже не особо. Так. Временно недоступно. Ну, хорошо. Здесь недоступно, этот доступен. Что здесь у нас? Это, по-моему, линейка вообще. Еще что-то. Воплощение зла чего-то там. Ну и ладно. Вот здесь мы, по-моему, проходили проклятие выжившего. И 15 раз надо было отыграть. Здесь полегче ему будет. Убейте 10 тысяч монстров в бесконечном режиме. Так мы выполнили. Натиск боссов. Убейте 50 боссов. И все это заблокировано. Так, а что мне делать? Ну и ладно. Место не очень, не лень. Никита, спасибо. YV, спасибо. Так. Когда вы стоите неподвижно, наносимый вами урон увеличивается. Вот норм. На 100%. Это, по-моему, тема. Только вот не тема то, что они вообще не дают мне опыта. Скелеты самая тема сейчас на начальном уровне. Электрическая энергия тоже. И ливень стрел тоже. Гидры не хватает только. Ну ладно. Что-то, какой-то вибро было. И вихрь.
Так. Скелетов, вихрь. Мне кажется, что Вибра работает в игре. Есть у меня такое ощущение. Ну ладно. Это так интересно, если так и есть. Опа. Плюс 2 скелета и плюс 1 стрела. Еще этот, а потом скелета. И вихрь. Опа. Так, High Orbit, думаю, на 35. Стрима по презентации яблок не будет. Зачем? Я 13 числа пойду их закажу. Предзаказ сделаю. То есть, ну, что мне, хайпануть, сделать шортс про то, что 10 там нововведений каких-нибудь от яблока. Их будет и так достаточно, и без меня. Не потому, что мне неинтересно, я говорю, я аж куплю все эти яблочки. О, все, он сбросил яркость уже. Я говорю, мне кажется, что это долгим не будет у нас путь компакта. Путь компакта недолг. Максимально. Так, этих два вынесли. О, расщепление. Скелеты на максимум. А, не туда побежал. Так оно и бывает. Дальность обращивания за каждую призывную. Так, странно, что я с колоколом подписан, но оповещение не пришло. Ну, сори. Но вы привыкнете, что здесь несколько дней подряд я буду делать стримы. И говорю, здесь в первую очередь я просто хочу самому себе, наверное, даже дисциплину устроить из разряда вот делаю прожарки полные, значит должен делать полные. Мы сейчас пробежимся на пикселе и посмотрим, какая как раз яркость у устройства, пока это бессмысленно. Так, плюс 3 удара. Все. Магическая стрела. Ну ладно. О, там типы какие-то крутые. У меня вообще урон в основном по площади нормальный. Опа. И вот это вот что такое? Вот исцеление, понятно. Вот такие штуки летающие, их надо находить и уничтожать. Вот она. Вихрь. И потом еще опыт. У X6 Pro было больше зрителей, потому что еще был выходной, потому что народ... Так, теперь наносит урон молнии. Все. Опять же, здесь еще не всегда работает
Время еще надо смотреть. Так, урон увеличен на 50. Увеличен на 50 отстрел. Отстрел пусть будет на 50 больше. На 30 еще. Пусть база будут стрелы. Еще на 50. Появилась орда каких-то гоблинов. А. Наверное, которые с деньгами или с чем там они. Во. Вихрь. Еще один. Еще один. Луч. В кои-то веке. Время действия. Все, ливень на максимуме. Я все время улучшаю базовую атаку фактически в самом конце. Расщепление здесь. Так, плюс одна стрела. И... молния. Так пусть будет. Так, в комментариях не надо звук. Ничего не обсуждаем. Работал в Лене сегодня в ночь, в день. Ну. О, смотрите, набежало народа. Сундук с сокровищами. Вот так вот опытом. Что, опыта больше нет? Не, есть еще опыт. И вихрь следующий. Вихрь. Упорно апаем вихрь. И потом стрела. Мне кажется, что здесь какие-то уровни каких-то... Так, проводник, понятно. Что-то тяжелее набираются просто. Какие-то вещи. Так, святилище, и можно бежать. Расщепление не будем трогать, будем ждать босса. Призванные существа взрываются. Тоже норм. Сейчас будет босс, и потом следующий уровень.
Такое впечатление, что микро захватывает музыку на фоне, когда ты говоришь. Может быть. Главное, что захватывает, нет? Так, все, база. О, ничего ж себе меня тут приколошматило, я вам скажу. Вот это вот расщепление плохо. Урон смерти. Босс где? Вон он, босс. Непонятно, где он, короче. Вот он, все. Только я его не использовал нормально. Ладно. Все равно мои победят его. Жизни. Опыт. Телепорт. Саня, вопрос не по теме, о татуировках. Да, какое мое мнение может быть? У меня и по поводу них мнений нет. У меня нет татуировок. И у отца были, он всегда хотел свести. Как бы сформулировать правильно? Если мне что-то не мешает, вы можете посмотреть объективно, кстати, чтобы не выделываться. Знаете, что я советую? Смотреть статистику. То есть зачем люди, ну понятно, что вы мне сейчас скажете, что это самовыражение, люди делают татуировку. По факту, ну вот что меня интересует по поводу всего, является ли это привлекательным для противоположного пола? Технически, если вы посмотрите стату, татуировки у мужчин привлекают больше женщин, чем мужчины без татуировок. И насчет женщин я не знаю, кстати, но я не смотрел, что привлекает мужиков, но факт в том, что женщин привлекают мужики с татухами. Так что вот и думайте, татух у меня нет. Но у меня есть шрамы. У меня есть переломы довольно в большом количестве, есть шрамы, и как бы этого мне хватает. Хотел ли я в жизни сделать татуху? Конечно, да, много раз. Но что останавливало? Во-первых, это пример детям. Ну, то есть, во-вторых, сегодня, допустим, общество нормально к этому относится, а завтра общество скажет, что все, что с татухами, это утрировано там культура. Вот как сейчас. Сейчас заметьте даже, что каким-то образом татухи пытаются внести или вынести за пределы нормы. Вообще, подождите, мы про техноблогинг говорим или как? Короче, я ко всему отношусь нормально. Я против насилия, против того, чтобы любые формы насилия, морального тоже, чтобы кого-то чего-то заставлять. Но если тебя это не напрягает, то есть если я человека вижу на улице и он в татухах, мне все равно. Почему нет? Если мой сын набьет себе татухи, у него будут большие проблемы. Во всяком случае, до 18 лет. После 18 пусть хоть полностью забиваются. Если ему больше нечем самовыражаться, то можно и так. Но опять же, если хочет он этим самовыражаться, не тем, что там образование получит выше или в спорте какие-нибудь достижения получит. Тем более сейчас их можно сводить, в конце концов. Денис не будет. Денис, еще раз повторяю, будете вспоминать любого блогера меньше миллиона, я вас буду блокировать. Ужасный формат. Раньше это когда? Раньше это когда? Вы вообще на том канале, нет? Прожарка устройства полноценная в ноль будет с завтрашнего дня. То есть то, что сейчас я делаю, но это тоже будет частью полной прожарки. Если вы захотите увидеть характеристики и все остальное, вы просто придете и посмотрите. Или если не захочете увидеть, не захотите. То есть все же зависит от вас. И не только от меня.
ужасный формат. Надо еще добавить ужасный канал, ужасный ведущий, ужасный девайс, ужасный звук и мега ужасное лицо. На то и есть статистика, чтобы ты по своему опыту не судил. Да, можно. Еще раз повторяюсь. Какая моя позиция? Моя позиция простая. После 18 лет ребенок может что хочет делать. С другой стороны, здесь все еще зависит от страны. То есть, везде свои нормы. В Таиланде, допустим, дети в 12 лет уже могут делать татуировки, вообще полностью забитыми быть. И для меня это дичь. То есть, это вау. Для вас это может быть дичь. Но норма везде своя, правильно? Я считаю, что для того, чтобы делать татухи, надо сначала сделать временные татухи, там, хной и подобным. И опять же, вы спрашиваете у человека, которому умываться-то не всегда было норм. Я не знаю, как сформулировать. Ой, еще куда-то телепорт. Жизни интересно мне дадут. Во-первых, статистика есть. Во-вторых, я очень советую вам, в принципе, у девушек спросить. Я спрашиваю у девушек и у женщин. Да, татухи с татухами интересней. Но опять же, логично, что это не на каком-то там пивном пузе татухи и не на лице там девятки или еще какие-нибудь цифры. А если чувак ходит в спортзал, заряженный, и опять же у всех своя культура. То есть, если мы рассуждаем про, не знаю, людей, которые ходят в театр, конечно, притом часто. Конечно, татуировки, мне кажется. Хотя, говорю, все смешались люди-кони. Не мне оценивать это. Я вон в железках живу и все. До этого в зеленке жил. То есть, я бы сказал так. Мое мнение вообще ничего не стоит в этом вопросе. Уровень терпимости 100. То есть, я не понимаю, в чем здесь вообще проблемы. Есть у кого-то они? Есть. Нет, ни у кого нету. Наверное, так. Так, я так понимаю, что здесь самое главное теперь это эти получать. Опыт. Для того, чтобы больше пробивать народу. Не опыт, а эти. Приколюхи на себе вешать. Появился босс. Там плюс 100 у меня бонус к атаке, если рядом. Все. Дар молнии на 100. О, ничего ж себе, смотрите, как тут все весело. Интересно, сколько вообще здесь возможно. Еще сбросил он яркость, кстати. Еще чуть-чуть яркости он сбросил. Такая Зарубилова. Так, ладно, там нам показывают какой-то гаджет. Можно забрать. А, вон внизу тоже можно. Отлично. А, и сундук сокровищ. Супер же. Макс. Максимально что-то из железок. Если толпа монстров, то надо призывать скелетов. И стоят на месте. Прокачка работает на тебя, да? Так, и теперь бежать. Забирать. Сундук. А, еще и босс появился. В итоге.
Ну, маленькие эти типы, да? Как? Ну, успею? Да, успел. Какие ставки? Сколько это смарт? Да нет, 4 часа он не выдержит. Ну, хотя, опять же, учитывая, сколько он сбросил яркости, может и вывезет. Но очень сильно вряд ли. Вон магия, ты просто стоишь и все на карте. При полной прокачке. Тебя лучше двигаться, наверное, чтобы от этих отстрел каким-то образом обезопасить себя. Но зато опыт можно сразу здесь набирать. Никуда не убегать. А вон сундук. Он каким-то образом еще самоисцеляется, я смотрю. О. Типок раз. Типок два. И вот тут еще третий. Где-то недалеко должен быть есть. Ой, еще уже на 400 тысяч опыта. Серьезно. Не-не-не. Вот сейчас надо уходить. Плюс, просто плюс 100% опыта, точнее урона, когда я стою. И не двигаюсь. Так. Улучшение. Улучшение. Еще и мясник какой-то появился. Ой, еще. Усиленный металлолом. О, это не тот босс. Это какой-то другой босс. Так, надо исцеление забрать и попытаться кого-то там победить. О, еще исцеление. Улучшенное снаряжение. Исцеление здесь. О, ничего себе он бегает. Но он больше бегает, чем урона наносит. То есть технически... О, смотрите-ка, есть победа в этой все-таки штуке. Я думал, нету. 21 минута понадобилось. Достижение забрать. И теперь должно что-то розета. Не понял. Лаги есть. Не просто лаги, он просто сбросил яркость, притом почти в нуляку в игре. Но это есть такое ощущение. Но выходишь в меню, и вот нормально, 500 люкс. То есть, есть у меня смутное ощущение, что он в игре яркость показывает меньше. Ну и ладно. Ёшки. Сколько всего тут. Надо идти. Сказать, что лаги, это ничего не сказать. Но ест он немного, всего 9% ушло, к слову. Что тут за заруба? 182,76. 24 года. Рост, вес. Рост, вес. Национальность. Да? Так, разобрать все это дело. Не ругаемся в комментах по возможности. Нет, это не игровое решение, конечно, даже близко. Чему завидовать? 16 лайков люди поставили всего. 53. Окей, не забываем прожать лайк все, кто пришел. Следующая стадия. Мы с вами будем тестировать Айку таким же образом. Но завтра. И может через дня 3 будет обзор, потому что он плюс-минус очень похож на Neo 9. Так. Мне кажется, что то же самое, да. Видите, по урону то же самое вообще. То есть он чуть-чуть лучше где-то становится. Но в целом алгоритм простой. Так, и ну, здесь тормозит все, кстати.
если уже на то пошло. Что, остальное мне никак. Мне надо извлечь путь. Надо еще раз два этих бесконечных пройти. Здесь обычные смарты меньше лагают. Массовое извлечение. Массовое извлечение первого уровня. И можно по линейке идти, но там тоже норм в событиях. Сейчас посмотрим. Получить. Вообще все, по-моему, получено будет сейчас. 5 матчей в проклятии выжившего. Pixel 9 Pro в каком... Это не Pixel 9 Pro, это Pixel 8a. Pixel 9 я купил. Pixel 9 Pro стоит как крыло самолета. Вы можете его тоже купить. Я куплю его чуть позже, когда я сделаю обзоры на все остальные устройства. Хорошо? То есть те, что я приобрел. И если что, я не спрашиваю разрешения. Я все равно буду делать именно так. Так, и... Здесь разблокировка. Легиона. Ну, давайте попробуем Легиона. Ну, Па-па-па-пам. Это разные устройства. Honor 200 это не компакт. Pixel 8a это компакт. Так. О, гидры есть. Отлично. Надо было выбрать гидры. Ну, я следующие гидры возьму. Если будут. Еще морозный луч есть. Морозный луч. Скелетов. Морозный луч минус, что ты должен самым рулить. Скелета. Скелетами можно не рулить. У меня только 3 этих. 3 прокачки. Это все, это кирдык мне. Мало того, что они быстрее появляются, еще и только 3 прокачки всего. Луча пока хватает. Но уже меньше. И уже максимальный повелитель скелетов, видите? Нет, на таком уровне, мне кажется, нереально вообще пройти что-то. Здесь специфика. То есть урона по площади нет практически. О, сейчас я поменяю. Уёшки. Тихо. 5 секунд. Ё. Так. Сейчас я убью босса. Снарягу заберу. Паузу включу. Все, сейчас поменяю аккумулятор. Рабочий денек. Нет, Pixel 8a просто... Нет, еще буден день. Мы же не стримили с вами подобное в буден день. И Pixel, да, не особо популярен. Кто рассматривает покупку Pixel? Никто.
Я думаю, из моих зрителей вряд ли кто-то ее рассматривает. Хотя, может быть, и кто-то рассматривает. Так, он показывает, что мне? Что у него перегрев. То есть дело не в аккумуляторе, в перегреве. Но опять же, перегрев был аккумулятора. Так что будем надеяться, что вывезет он. Еще раз, у меня в тестах. Да. Надо жизни забрать. Как у кого рабочий день проходит? У меня-то уже вечер, у вас норм. И говорю, здесь больше вопрос чистоты эксперимента. То есть я хочу максимальное количество информации, кто как себя ведет. И понять, игра оптимизирована или нет. То есть, если под тензор, а вот сейчас тензор, ну, она на тензоре работает. Если уже на тензоре она оптимизирована, она на всем остальном должна быть оптимизирована 100%. Вот. Ёшки. Вот это заруба. Даже не смотрю, что беру, вообще не важно. Так, а там были не исцеление, а это новое. Приближается орда монстров. Хорошо. Рад за них. Так, все, пошли награды за улучшение. База. Каждая пятая чего-то там, что-то там дает. Все. Снаряга. Дрон от молнии. От льда, от всего остального. Там мы в прошлый раз играли 22 минуты. Такая-то что появилась. Кто-нибудь понял, что это появилось? Паша, какой смысл в 7 годах обновления? Никакого. Ну, во всяком случае, это должно успокаивать кто-то, кто вообще смартфоном практически не пользуется, потому что, чтобы был смысл в 7 годах обновления, должна быть какая-то гарантия на то, что у тебя смартфон, AMOLED этот не выгорит за 7 лет. То есть АОДом пользоваться не должен, и еще много чего не должен делать для того, чтобы у тебя было все хорошо. Святилище проводить. О, все, пошли штаны сейчас забирать. И одни, и вторые. Остальное мелочи жизни. Главное, штаны. Без сарказма, кстати, говорю. Здесь забрать одни штаны здесь и одни штаны там. Так. Все, одни штаны. Светилопроводник. Вот вторые штаны. Еще какой-то усиленный предмет. Опа. Скорость передвижения еще на 60%. В целом вот так. Так, и молния. Время восстановления умений сокращено. Отлично. Святилище всего и вся.
Realme GT6 лучше, чем Poco F6, да? Скорее всего, да. Так, все, у меня разряжен, если что, этот, как его называют, iQOO. И я заодно могу для вас поставить на зарядку iQOO, замерить скорость. Впервые. Впервые на канале. Зато буду уже интереснее, правда? iQOO Neo 9S Pro. Замера скорости заряда. Вот он. Новиночка. Завтра можно будет не замерять уже. Так, а что это такое за рубчик, если это не босс даже? Вообще какая-то лабутень. Это плохо. Так. Что-то там от эффектов стихий. Не понял, что именно, но какой-то кристалл, смотрите, выполз. И какой-то босс еще выполз. 180 тысяч. Ух ты, ёшки! Идите вы в топку все. А что это, жизни так мало, что ли? Где босс? Я не понимаю, от чего у меня жизни так исчезают. Ну, в общем, пойдем их искать. Святилище проводник. Либо я так не набрать их не могу просто. Так много жизни у этого, что надо набирать долго. Вот. Еще святилище. Все, почти. Это хоть 3 орды. У меня количество обновлений этого сейчас уже стоит вообще просто. Надо пойти, единственное, штаны эти забрать, или как эта штука называется. Ух ты, ё. $80. 70. Все, пошли отсюда. Все. Теперь искать жизни. Ёшки. Надо отключить эти оповещения от YouTube. Так, стоп. Все. И успел. 3-го уровня. Продолжить. Как тянет? Пока тянет. Пока тянет. И да, он яркость сбросил, но терпимо. 500 с лишним люксов терпимо. Как говорится, абсолютно адекватная яркость. 1300. В прошлый раз было 2000 убийств, поэтому... Ну, в прошлый раз было намного легче, потому что было этих 8 эффектов. Вот сейчас вот с этими 3 эффектами, это, конечно, играть такое себя. Надо было гидру выбирать, конечно. Что появилось, то появилось. И плюс они на 50% быстрее появляются. И что-то там еще на 50% происходит быстрее. Но это вроде уже 3-й уровень. О, кстати. Сундук. Так, и сейчас мы пойдем за вещами. Они пусть рубятся с этими типами. Угу. О, ёшки. Все, исцеление. Идти лучше еще за исцелением тоже. Каждая 4-я заморозка. Ну, хорошо.
Что-то там с ледяными кристаллами. Все не важно, потому что надо жизни взять. Жизни и экипировку. Вообще, смотрите, не то что боссы, я обычных-то не могу победить. Этих типов, бегающих, толстеньких. И босс, зашибись. Так. Время остановки умений восстановления быстрее. Дальность атак ближнего боя. 70, 40, 0. Все. Скорость передвижения повышена на 90. Мне вот интересно, они... Еще один прогон. Есть у кого с 3 буквами реклама задолбала? Ну, Ирина, а по-другому никак. Это вот так. Реклама на YouTube, она теперь и будет. Ёшки. Что-то тут какой-то лютейший заруб вообще. Мне кажется, что вот так проще. Так. Еще ледяные кристаллы. Жизни. Жизни. Это дурдом, конечно. Скорость передвижения на 100. Дальность на области. Призванные существа после смерти погибают. А, вот он. Вот он, топовый тип. Все. Теперь надо жизни найти. Сундук. Во. Ну окей. О, не-не-не-не-не, типок. Святилище жизни. А, все, 100 тысяч. 100 тысяч. Оживление. Еще 50. Такие забегоны за жизнями. Не-не-не, ты одним ударом не снимаешь половину. Это вообще не варик. Как в анекдоте у Эдди Мерфи, половину. Также. Под это я вставать не буду. Испытание пройдено. Ей! Выйти. В этот раз уже 14 минут. Я вот не совсем понимаю, почему табун не включается. 10 тысяч монстров надо победить. И потом убейте 50 монстров с активным табуном. Угу. То есть еще разок. Когда вы получаете опыт, ваша скорость передвижения незадолго замены. Вот. Только 3 умения, но они лютые. Еще он сбросил яркость. Сейчас я умения выберу 3, и потом проверим с вами. А это дело у нас зарядилось на 10% за 5 секунд. Гидра, потом
потом скелетов. Если получится. Копья ледяные. Гидра. Пока качаем гидру. Что это за тормоза у меня пошли? Гидра. Гидра. Ох ты, ёшки, все, мне хана. Все. Еще один забег. Так, и мы не проверили яркость. По-моему, яркость все норм. С яркостью норм. Вот странно, он сбрасывает яркость ощущения в игре. Не, чуть-чуть сбросил, видите? Но в целом норм. Может быть, буду играть в Genshin, но пока не знаю. Войти еще раз. Так, 30% он зарядился за 11 минут. iQOO 9 Pro, S Pro, 5 секунд. Да, что-то как-то все дольше оказалось, чем я думал. Пять секунд. Надо про АКУ. 10 минут. Это оригинальная его зарядка. Я думаю, на второй раз быстрее будет. Может, завтра попробуем как раз. Режим заряда. Ой, батареи снаружи. Все. Окей. Так. Скрины тротлинга чего именно? iQOO? Пока нет. Пока я его заряжаю. Так, гидра. Дальше вихрь. Вот. Дальше гидра. Рядом с жизнями. Вихрь. Гидра. Да что ж такое? Я ж только что жизни выбил. Вот так. Red Magic это вообще жесть. Red Magic это просто жесть. Pixel 8a, iQOO, там вроде все хорошо. Вы можете посмотреть обзор на канале Польза.нет. Уже очень давно сделан на Pixel 8a. И там есть его тротлинг тест. Вот. Еще раз. Попытка номер 22. Ждем этих скелетонов. И еще самое интересное, никто опыт мне не выкинул, да? Так, вот это пойдет. Неистовая тоже пойдет. Что это такое вообще? Гидра пойдет. Все. О, и скелетики. Все, так тут 5 их можно. Все, живем. Живем, как говорится. И вихрь, и морозный луч еще возьмем потом. Все, уже нельзя. Ну ладно. Скелетоны. Расщепление.
исцеление. Так, погнали мы сначала вот сюда. Какая-то тут толпень просто. Я поэтому решил сюда пробежаться. Потому что так много я не помню, что было в одном месте. Прям реально толпа. То есть 2. То есть можно очень быстро прокачать умение. Урон на гидре, урон на этом типе. Все, главное не выделываться, убегать, и все, они сами там разберутся. Нам надо пробежаться и взять эти все дела, что есть. Еще раз, я обязательно спрошу у вас мнение. У меня есть в чате опрос, и мне самому интересно, как это работает пиксель. Ну, то есть, если вам не интересно, вы же можете не прийти сюда, чтобы сказать, что ты за хлам делаешь. Ну, это как минимум глупо. Зачем вы тратите свое время? Так, вероятность срабатывания эффектов стихии увеличена на 30%. Молния на 50%. Огонь, лучше огонь, потому что у нас же есть этот. Огнедышащие типы. Так, здесь у нас исцеление 2H и опыт. Внизу слева исцеление. Здесь мы собираем опыт. Так, урон сначала этих типов. А, еще и здесь исцеление, смотрите-ка. Святилище расщепления. Тарас. Радиус снарядов увеличен на дальность. Так. Умение буря наносит... Нет, вот так лучше всего. Так, выберите улучшение. Это без разницы. Все. Одно исцеление берем, остальные смотрим, что они могут сделать. Так, заряженные, значит, могут доходить далеко. Гидру надо качать. И эквипмент собирать. Что как-то все плохо пока. Так. Гидра от молнии эффект. Все отлично. Теперь идем туда. Вниз. Кто может дать какую-нибудь штуку. Проводник. Все. Есть исцеление. После каждого 10-го применения умения ваша скорость передвижения... Так, за каждое призванное... Вот так. Урон здесь плюс 50. Плюс 30. Плюс 50. Прокачаем полностью эту штуку. Чтобы когда кто-то рядом было 100%. Плюс 3. Все. Если типок ты будешь рядом, то тебе не повезет. Так, исцеление там. О, как быстро. Дальность отбрасывания. Время восстановления умений сокращено на 15%. Вот это хорошо. И теперь вниз. Максимально.
Удар от молнии. Вот это вот. Тихо. Мы собираем опыт. И жизни. Вот. Но в основном опыт. Так. Урон увеличен аж на 50. Ничего себе. Все. Финал. Нет, не финал. Я пошел набирать жизни. Видите, боссы, с ними рядом находиться опасненько. Конечно, делаю. Просто очень редко. И через очень большие проблемы для себя и рекламщиков. Ну и опять же, у меня всегда реклама, считайте, площадок. То есть технически любая площадка, любое упоминание площадки — это реклама. Где бы вы ничего, любая ссылка — это реклама. Получаешь ты с нее что-то или нет. Урон увеличен на 15%. Другой вопрос, да, что практически ничего уже в России с этого дела не получается, но и в топку. Зато если я один раз продаю тот же пост в ТГ, 2 раза в месяц покрывает, мне кажется, 50% расходов на канал. Поэтому я делаю ее редко. Так. Когда вы не получаете урон в течение 6 секунд, нет. Сфера мне не нужна, урон от огня нужен. Так, и не нужно жизни. Как бы я здесь не выделывался. Даже если нет боссов. Вот, все. Сфера расщепления, отлично. Так, жизни здесь, и сфера расщепления здесь. Теперь опыт можно собирать. Копья. Копья. Вот тоже, видите, такие мини-боссы, они не выносятся сразу. Копья еще. Еще копья. Но копья вот нормальная тема, мне кажется. Должны пожирать хорошо здоровье у этих типов. Еще копья. Так. Ну, о, за каждого убитого 2% зашибись. Прям очень хорошо. С восполнением здоровья за убитых противников. Тут молния, эффект. Вихрь. 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 Так, проводник, вихрь. Вихрь. Так, теперь наносит урон от огня. Отлично. Еще вот так. Нет, стоп. Это важнее. Вот здесь вот тип. Раз. Потому что потом не набрать будет. Урон от огня увеличен на 100%. Все. И теперь кирдыки. Урон от молнии увеличен на 100%. От огня на 150. Все. Можно телепортнуться. 85 сейчас. То есть он вообще ничего не ест. Я чувствую, я чумею здесь сидеть сегодня, да? Ну ладно. Потому что 30 FPS, видите? То есть шах и мат.
Надо все-таки, наверное, в гене гонять. Опять же, в гене он может просто сказать тоже, что минимальные настройки и все. Посмотрим. Но вот здесь сейчас эффектов прям море. Видите, вот она реальная оптимизация. То есть ты когда берешь вроде бы непопулярный смартфон, который сам же хейтишь, то есть он у меня, повторяюсь, он на 100% ты даже не зарядился. Но пиксель может обладать такой особенностью, что вот сейчас все good, а потом он бах, и мне покажет, не знаю, там 20%. То есть я не удивлюсь, скажем так. Какой там босс? Мне вот этого надо, типа, заколошматить. Получить бонус. Так, урон от молнии, урон от огня на 200. Все. Не, чуваки, я не собираюсь с ними напрямую рубиться. С боссами. Вот так можно. Умение еще. Так, касание смерти. Вы совершаете серию яростных ударов в текущем направлении движения. Бывает дзен щита, поглощающего урон. Вот это вот норм. Дзен щит, поглощающий урон, самое тем. Хотя, опять же, вот сейчас абсолютно бесполезные эти штуки. Так, жизни здесь. И всякие эти штуки здесь. И вот тут время восстановления умений сокращено на 30%. Супер. Дальше идем наверх. Вот здесь что мы получим от него. За каждое призванное плюс 7%. Налево. Тоже какого-то возьмем. Какой-то бонус. Потом вправо внизу еще. Не, босс мне не нужен. На 8%. Умения. Таинственные предметы. Так, вот того типа. Потом уже босса. Тем более у босса уже 10 сняли. Пока мы тут рассуждали с ним. Улучшение снаряги. За каждое существо. Вероятность критического удара увеличена на 40%. Вот так. Так, и все. Теперь можно искать это типа по имени босс. Где босс? Святилище расщепления. Проводник. Все. Урон молнии. Давно не следил за историей блокировок. Не, я когда покупаю, слежу. Когда вы предлагаете мне смотреть, когда у меня 5-6 часов только стрим? На данный момент пока никого. С кем контачу, Фил, распаковка. Но вот с кем часто обзоры сходятся во мнении по поводу железок телефонов каких-нибудь, это распаковка 2 упаковка чаще всего. Может, подход разный, но мне кажется, что вердикт плюс-минус одинаковый. Хотя это смотря как смотреть. Так, вот он. Вот и ты. Вот он. Ёшки. Я уже думал, это мои жизни выходят. Вероятности критического урона. Дальше. Теперь этого типа.
Время восстановления умений. Не босса, но кто-то там. А, или это босс? Это босс, наверное. Ладно. Прохладно, да? 1400 обычно 2000 набирается, да? Ну, как-то реально он хорошо оптимизирован. Мне кажется, что нет смысла этот гонять в нуле. О! Вот тут вот надо всех типов. Вообще не понимаю, что происходит. Но точно здесь надо снарягу взять. Урон от молнии. Все. Все, надо убегать. А, нет, это обычный босс. Это не этот, не тип. Не супер крутой. То есть еще один телепорт будет. Ну, я не... Почему значит? Я же говорю, я же не ответил вам на вопрос, потому что я не слежу. Я купил Норд 4, но это глобалка. Но он стоит как крыло самолета. Даже когда я 35 за него отдавал, это дорого, конечно. То есть я не могу говорить, что это дешево. Так, вот это очень похоже на босса тема. Это босс нет. Я не знаю, насколько вот это босс. Но то, что он мне кровушки попил, это точно. Умение охотника от огня увеличиваем. Жизнь берем. Вот дурдом вообще. Вот это... Я не понимаю, это что здесь... Кто из них босс, кто не босс? Вот эта вот штука. Ты кто? Ты босс, не босс? Ёшки, жизни-то сколько забрал. Радиус действия. Все. Тихо. Все, победа. Нормальный мужик из распаковки. Ну, окей. Так. Выйти. Все стараются делиться чувствами. Но повторяюсь, у всех все свой подход. Так, 5000 монстров победили. И что дальше? Это мы забрали 10 тысяч. Это забрали. Уже 130 уровень. Так. И награда. Вот табун. И в чем смысл? А, убить 50 боссов в этом режиме. Надо сначала пойти все разобрать и продать. Солдаты талисманов. Нет, я не советую сейчас Xiaomi 13 Pro брать, потому что завтра утрированно появится Xiaomi 14. Не завтра, а через 20 дней.
Xiaomi 14T Pro и 14T. Ну и, соответственно, все будет дешевле, если вы захотите 13T брать. Я думаю, идею вы поняли. Так, я чуть не забыл. 35 минут, 97%. То есть почти. Распознать. Дальше. Вот сюда. Universal, привет. Передача сущности. Так, стоп. Массовое извлечение. Не надо сущность передавать никому. Все. И теперь я думаю, может даже завтра не буду айку проводить. Может послезавтра. 98. Подожди. Изготовление комплектов не надо. Услуги. Угу. Ага, 5 матчей в проклятии выжившего. Еще один матч надо. Но я говорю, если через 3 часа он будет показывать разряд в 45%, то есть получается 55, то я не буду его догонять. Это будет значить, что он прям трындец как активизирован. И вот эта вот тема в ноль в нем, в его случае, абсолютно неадекватна. Бесполезно, я бы сказал. Так. Когда вы стоите неподвижно в течение 1 секунды, наносимый вам урон нет, замена. При повышении уровня вы выполняете 30% заряда здоровья. Нет, тоже. Вот, окей, 8 умений. Зашибись. Главное начало, чтобы было со скелетами какими-нибудь. Так, гидроскелеты, гидро и скелеты. Гидро или... Гидро. И вихрь. Для начала. Потом копия. Потом морозный луч. Все. Морозный луч. Так, я что-то как-то не понял. Они что, сильнее стали? О, удар по земле. Это что такое, интересно? Ливень стрел. Ёшки. Все. Так, еще один. Там какая-то штука была прикольная. Я не взял ее. Ёшки. Ну, это как-то непросто вообще. Где жизни? Хоть какие-то. Босс. Слава всему. Не-не-не-не-не-не. О, скелеты. Скелеты. О, жизни появились. Откуда-то непонятно откуда-то. Гидры. Вот бешеное количество опыта набираем еще. Скелеты. Потом луч прокачаем. И сферу опыта. Гидру.
Ядро. Ёшки, почему он так плюется-то так далеко? Вообще какой-то лютый босс. Да, я не ожидал, что он такой автономный будет. То есть даже по самым плохим подсчетам он вывезет 6 часов легко. Мал да удал. И вот они 30 FPS вообще ничего не едят. Надо, наверное, в чем-то другом тестировать. Смартфоны, которые 60 FPS не показывают. Святилище проводник. Так, все окей. Урон заморозки. И вот сейчас берем эту штуку. А, это 24 тысячи жизней. Это не тот босс. Или тот. Я не знаю, тот или не тот, но точно он мне крови попил идей. Так. Количество снарядов увеличено на 50%. Все. Норм. Ёшки, нечаянно святилище этого расщепления взял. Луч. Пассивку. Тихо. Давайте добежим. Нет. Так, вот этот луч расщепления точно брать не буду. Здесь только пассивная. Снаряды. Ёшки. Морозный луч. Не надо. Я тоже думал, что он 3,5 часа максимум выживет. Но видите, 60 FPS и 30 FPS это небо и земля. И вот на 30 FPS он, получается, может делать чудеса. И надо, наверное, какую-то другую тему придумывать для слабых, для шаристых устройств, потому что ну, по-другому не сказать, как ты будешь бороться вот с подобным лайфхаком, что он только 30 FPS показывает, и все. И все. Ты с ним ничего не сделаешь. Гидра. Так. Эти бонусы мне... Тема с расщеплением, окей. И все. Так. Взрываются через 5 секунд. Все. Дальше. Метеорит призывает гидру тоже. Вероятность критического урона увеличена, зашибись. Проводник. Вот этого.
Вяло все. Все. О, надо идти за этим. За бонус. Ну, вообще он тормозит, но опять же 30 FPS так и должно выглядеть. Какие могут быть претензии, я не знаю. У меня же. Очуметь. Непобеждаемые типы. Вообще никак. Огонь. Стихия просто. Вихрь. Штука. Расщепление. Расщепление. Ух ты, ёшки. Ладно. Молния. Так. Главное продолжить. Главное, жизни не успел взять. А, ну мы сейчас узнаем. Все, жизни дают. Жизни экипировка не вся. О, вообще огонь. Как здесь играть? Ну, на ту сторону. Типа. На какую сторону ты взрываешь? Вот это похищение здоровья хорошо. Мне кажется. Во. Вообще дурдом просто. Просто одна сплошная непонятно что. Одно сплошное непонятно что. Но самая тема это похищение здоровья, как я понимаю сейчас. Остальная мелочи жизни. Скорость. О, штаны там. Как погода, ничего не меняется. Так, расщепление понеслась. Расщепление за штанами. Так, время восстановления умений сокращено. Мне, кстати, после этой игрухи просто лютейший бред снится. Нереально лютейший. Но мы не засекли 100% на IQ. Ну ладно. 36 5 секунд. 36 минут было 97%.
всяком случае, на GT можно сейчас здесь еще включить редмарк, чтобы вам тоже не скучно было. Так, Wildlife Extreme Stress Test. Все равно я не буду это делать не на стриме. Но обычно вот так вешаю на металлическую штуку и гоняю. Так, урон вот так вот. И все, за штанами. Бежим за штанами опять. Ёшки, вокруг вообще какой-то дурдом. Атаки по области наносят удар от молнии. Хорошо же ж. Нет? Все, убегать. И потом расщеплением лупить. Так, убивая противника, вы покидаете дополнительное копье. Лучше 2% за каждого противника. А ёшки, почему? Стоял и не того выносил. Ох ты ё. Было близко. Так. Продолжить. Нет, GT6 не приехал. Он в Гонконге. Меня СДЭК просто убивает. Мне с начала недели его мариновали. Вы бы еще знали, сколько я заплатил за то, чтобы его послали. То есть за такие деньги, хотя здесь самолет летает каждый день, какой каждый? 3 раза в день. Его уже неделю не могут отправить из Москвы. Короче, первый раз, когда у меня со СДЭКом какие-то уж совсем негативные к нему отношения. Так. Время действия вот это вот за каждого убитого противника. Самая тема. У меня никак. Охотника на демона. Так. Всю мелочь жизни мне надо штаны. Опять пошел за штанами, как говорится. Улучшение снаряжения. Дальность атак увеличена. Все, и следующие штаны. Урон. Да не трогают меня эти все ваши боссы. Меня штаны интересуют. Время восстановления умений сокращено. Все. Так, и сфера умений. Вот. Девяносто три, 70, 40, 20. Вот, восстановление идет за счет, получается. Без разницы. Плюс-минус одинаково. Награда за улучшение. Спасибо. Когда мои снаряды убивают цель, происходит взрыв. Тогда постоянно должен взрыв происходить. Все. Это максимальный уровень, значит. Теперь меня интересуют только штаны. Опыт можно брать, но только для металлолома. Тут, конечно, дурдом. О, все, штаны здесь. Все. Ну вот меня двигают даже, видите? Когда снаряды убивают цель, иногда происходит взрыв. Все. Жизнь там, штаны здесь.
Мне, кстати, вот эти, кажется, боссы более сложными иногда, чем даже такие. Ну, хотят скруглить углы, пусть скругляют. Сейчас я поменяю, кстати, этот аккумулятор 5 секунд. 5 секунд и поменяем аккумулятор. А, кстати, я аккум не повесил. Прикиньте, это вот без аккумулятора. На одном аккумуляторе он прожил столько. Прошлый стрим, по-моему, 1,5 часа не прожил. Молодец. Не забываем прожать лайк. Так, все, картинка есть. И где наш ультрабосс? Вот он. Сто 60 0. Улучшение снаряги. Молния. Взрыв. Ну, сейчас сложно не успеть на стрим, потому что стрим уже третий день подряд. Завтра будет, скорее всего, 4-й. Но завтра будет уже стрим на IQ, и это будет повеселее, поинтереснее. И сегодня я анонсирую. Я сегодня не анонсирую это дело, у меня фотографии нет. Ну или сделаю в студии фотку. Завтра заменю ее просто. Так, и здесь какой-то дурдом. Но однозначно мне нужны штаны. Штаны не здесь. Сундук с сокровищами здесь. Вот он. Типок этот, который мне нужен. Со штанами. Тихо. Смотрите, это вот не босс. То есть это вот не босс. Просто вот обычный тип. Скорость передвижения, дальность ближнего боя, вероятность стихии. Все. Теперь следующий. Как говорится. Это босс. Нет, это вот этот босс в топку. Мне попроще босса нужно. Вот он, наверху. Обычно наверху. И сундук здесь. Вообще здесь норм. Так, здесь какой-то босс. Точно. Это точно какие-то боссы, не знаю какие. Но 100% это босс. 400 тысяч. И этот тоже. Так, восстановление сокращено. Все. Время восстановления. То есть 2 босса было. 400. 200. Их здесь опять 2 получается. 100, 200, 400. Или он забирает жизни, как и я. 50. 0. Близок к нулю. Вот он. Вот он. Все, победа. На 30 FPS, да. На 30 FPS победил всех. Такое себе тестирование, но тестирование. Моя ошибка в том, что я решил, что на 30 FPS будет тоже норм. Нет, это не норм. Надо было мудрее себя вести. Но тач, видишь? То есть тач
Тач отвалился. Все, не зря. 105 минут, как мне играть? Тач. Welcome. А, это вот что-то тут... Нет, подождите. Короче, надо закрыть и открыть. Нет, тач отвалился. Дело не в игровом режиме. Каком-то там. Вот, все. Спокойно. Вот что мне делать? 105 минут и все, и надо закрывать. Больше у меня ничего не включено, кроме YouTube. Если я показываю на YouTube, это же не запрещено. Так, все, закрываем, заходим заново. Ну, миссия в каком-то смысле выполнена. Тач-то отвалился. Видите избыток стримов? Народу неинтересно. С одной стороны. С другой стороны, Pixel 8a это вообще специфичный продукт. Но еще менее интересный, чем Huawei. Потом у Huawei увидите, сколько в онлайне будет. И... Это все равно у меня еще идет прогон этого. Айкушки. Потом еще установка гена на айкушке. Еще много всего. Это для детей опции. Через 100 минут отрубается. Да, логично. Ладно, пока он грузится. Не, одно дело, когда ты понимаешь, что он разрядится за 5 часов. А другое дело, когда он подлагивает. Ну вот уже сенсор печалит. Как ты будешь играть через 100 минут? Вот так ты будешь играть через 100 минут? Вот так? Сколько здесь FPS? 3? 5? Вообще огонь. Вот. Так что, ну это больше... И это при 30 FPS. Это больше похоже на мучение, конечно. Не, ультимейт я вообще не заморачиваюсь. Еще раз повторяю, что это частота эксперимента. То есть мы с вами пробуем, я смотрю, стоит ли гонять в нуле смартфон. Стоит однозначно, но если он не справляется в принципе, то смысл его мучить из себя. То есть пиксель показывает, что через 100 минут ему уже плохо. Он зависает и, в принципе, мы об этом знали. Есть ли смысл его в нули для этого гонять? Конечно, нет. Чуть подгонять надо. Погонять. Так. Даже лучше показывали. Ну, такие же, видите, характеристики точно такие же, кстати. Как и у прошлых. Так, и где-то здесь есть крутые всякие режимы. В целом, при любом раскладе вы не совсем понимаете, любая активность, ну вот даже там 10 человек в онлайне, без разницы сколько, это всегда хорошо. Я вам безумно благодарен. Почему? Потому что, во-первых, мы общаемся. Во-вторых, есть понимание того, что интересно зрителю. Вот, допустим, Pixel 9, когда я буду гонять, мне кажется, он будет интересен. Более интересен. Так, а почему я не могу вот этот добавить? Ну ладно. Нет, я не хочу сюда бегать. Древний... вот в эту тему я могу уже порубиться. Игорь, привет. Спасибо за лайк. Юлия, привет. Спасибо за лайк. Дмитрий, Вуд. Вообще пиксель это нехорошо. Причем какая разница, за 45 он, за 43 или за 15? Ну вот 30 FPS, вот они, которых нету. Ну все, это жесть. Все, через 105 минут он уже не может. Вообще ничего. Вообще прям тяжело ему. Но это забавно зато. Видите, домучили. Все видят лаги, надеюсь. Могу поближе сделать.
Наверное, если бы я на обычных картах бегал, а не вот на той маленькой, было бы еще жестче. Но вступил. Ну и плюс мне надо было миссию выполнить. Здесь, конечно, 8 скелетов не вызовешь. Но 2 таких же типа, как и я, можно. Так. Очуметь, как им тяжело-то, а? Им. Мне. Им-то норм. Вот мне тяжело. Тяжело. Нет, я не собираюсь Apple презентацию стримить. Кстати, еще поэтому людей нет, потому что все стримят сейчас презентацию Apple, по-моему. Во-первых, по-моему, чтобы у тебя было, чтобы ты мог что-то стримить, тебе нужно разрешение стримить, во-первых. Во-вторых, я за то, что я пойду их куплю и также прожаю. Вот это мне интересно. А смотреть, что они там пообещают, 550 человек расскажут. Что обещают Xiaomi, мне интересно. Чаще. Но стримить я тоже не всегда хочу это делать. Страж в пути. Спасибо. Где он? Вот он здесь. 9, 8. О, ничего себе, он уже выстрелил, что ли, сюда? 500 тысяч. С головешками. Наверное, они еще и взорвутся потом. По логике. Ну, уже 300. 200. Это даже без зарядки. Стандартный. Как иногда бывает. 100. Нет, это не минимальное, но это 30 FPS, и он подлагивает. Ну, это как бы совсем плохо. То есть Pixel 6 Pro укатывал в 60 FPS просто... Ой, Poco 6 Pro. Как там и было. Вот, а этот тяжко ему. 3 уровня пройдем, и дальше по линейке. Я не говорю, что презентация Apple это плохо. Просто я этого не делал и делать не планирую. Потому что, ну, если что-то делать, делать это постоянно. Я не делаю постоянно преза. Мне есть чем заниматься. Вот хотя бы даже так. То есть мне лучше так посидеть, 3 часа погонять что-то. Хотя, опять же, 3 часа, ну вот вы видите, что за тормоза уже. То есть ему за 2 часа уже стало очень плохо. И с подлагиваниями, да. Но с другой стороны, он не глючит, не тормозит. Ой, тормозит, но не глючит. И не пригревается, самое важное. Самое главное в этой истории, что он не перегревается. А насчет в онлайне я бы на вашем месте вообще не беспокоился за меня. Потому что, смотрите, во-первых, люди посмотрят потом. Во-вторых, девайсы, правда, абсолютно бесконечны. Ну, вот это будем считать, что дно, потому что он старый. И плюс день, плюс Pixel 8a, плюс 2 стрима подряд до этого было. То есть, если кто-то хотел что-то спросить, они уже спросили. Плюс будний день. И самое важное, что на Твиче у меня было в онлайне обычно 10 человек. То есть то, что здесь сейчас больше 10 человек, все, это уже цвет для красота. Один из них там я, ну окей. Вот. То есть все очень круто. По моим меркам. И плюс, да, основная масса сейчас ждет стрима с яблоками. У всех. Но я говорю, мне кажется, что это нарушение чего-то там. То есть за это забанить должны, нет? Что нужно брать какое-то все равно письмо, мини-письмо разрешения. Или я не прав? Новый техно travel блок в конце месяца. Меня с визой стали больше заморачивать. Может быть, не будет у меня десятилетки, но
Как больше? Просто потребовали уточнений много. В принципе, 15 дней дали. Не отказали, а дали 15 дней на уточнение. То есть, какая мелочь, допустим, по поводу визы, типа, при переводе у меня же 2 высших образования, они хотят, чтобы какое-то слово там было, Master Degree, High Education. И мелочи, но опять чертову тучу бумаг делать за чертову тучу денег, и еще и потом нотариально это все дело утверждать. С другой стороны, для человека с высшим образованием и более-менее нормальной работой особо сложностей добить это дело нету. Главное, не отказали, по деньгам нет вопросов, по документам нет вопросов, по доходам нет вопросов. Вот, остальное, как говорится, мелочи жизни. Это больше уже для галочки. Ну и опять же эти, как их называют, страховки очень дорогие обычно. Мгм. У меня день рождения 19/11. Сейчас хожу с Redmi Note 11 Pro. GT6 глобальный, но точно не глобальный. А почему не китайский GT6? Зачем тебе глобальный? Получше камера, чтобы была, но похуже процессор. Логика. Я без сарказма это говорю. Все. По устойчивости, видите, 64%. И это учитывая, что он без чехла, на вот такой подставке. Айкушка. И в следующий раз, когда я буду уже гонять айкушку, я, скорее всего, параллельно буду гонять ZTE с ним также, пока буду тестировать это. Я вам просто рассказываю мои планы. Захотите, поддержите, не захотите, нет. А как понять, захотите? Что, если захотите смотреть, то вот вы знаете, что и как будет. Вообще люто. Так. Но, с другой стороны, работает. То есть факт остается фактом, что это дело работает. Плохо, хорошо ли, но работает. Мне кажется, вот эту вот темную штуку делаю я. Каким-то эффектом. Чего-нибудь там. Откуда-нибудь там. Так, и... Так, ну все. Пропуск кадров FPS лютый просто. Но, как говорится, играем. Ну, посмотрите обзор. Утрудите себя, есть на канале обзор на Poco F6 Pro. На основном. Так, а что здесь еще? Быстро все, да? И босс. Все. Так, наверное, надо единственное неинтересное сообщение, а все сообщения, чат включить. Как у кого день проходит? Сейчас уже 16:15, да? У основной массы. 11 числа уже распродажа на Алихе, но пока ее нет. Ждем, как говорится. 42 левел.
И потом надо пойти продавать все, что набрал в сундуке. Так, все, отдохнул он. Экстрим стресс тест. Быстренько слингшоты всякие. О, ничего ж себе, у меня жизни даже забираются. Прикиньте. То есть это уже все-таки такое, до 50-го я, скорее всего, добью. Там все будет плохо. Ожидается ли пока F6 ниже 30? Вообще, в телеге скидок я сегодня скидывал пока F6 за 27. Притом из России. То есть на Яме сейчас. Сегодня прям. Поэтому фраза «ожидается ли пока F6», вы подпишитесь на ТГ скидок и будете знать. 27 это же ниже 30, да? 27 400 сегодня он был. Хотя в прошлый раз, опять же, на Яме, но там надо было менять регион, он был по 27 36 у меня на аккаунте. У кого-то было ниже. Вот. Был уже обзор на 8А одним кадром. Обратите внимание на канале. С чего не было? Польза лайв. Так, и... Сейчас он, мне кажется, сбросил яркость, но потом восстановил. Еще поиграем и посмотрим. А что это меня откинуло-то? Это игра или героиня-то? А, окей. Призыватель. Назвали-то как его? 150. Все. Продуктивно это хорошо, Даш. Так. Не так и много всяких штук дали. Слингшот максимум, слингшот экстрим точно будет максимум. Так, и распознаем.
Брать китайский Redmi с глобальной ROM и не иметь OTD обновления — это большой риск, так как самому представляется установить обновление по... Понятия не имею, я не... Почему? А глобальная ROM — это перепрошитая. Разве они не сами обновляются? Там от модели зависит. Разборка. Так. В общем, на данный момент, по-моему, он яркость даже и не сбросил. И все, что мне хочется сказать, что 500 люксов все-таки, да, чуть-чуть сбросил. Смысла гонять не вижу вообще. Почему? Потому что поедает он по 15% в час на 30 FPS, и мы его так не разрядим. А учитывая, как он на 30 FPS тормозит, смысл, допустим, тот же Genshin гонять нулевой. То есть он нам просто не даст выставить нормальные настройки, и все. Вот такая магия электронов. Василий, да нет, я просто смотрю на смарт и понимаю, что бесперспективняк. То есть идея такая была. Хотя я хотел пиксель погонять, но без 60 FPS на Диабло это нулевой смысл гонять на Диабло. В Гене то же самое, он просто не даст выставить и все. В PUBG то же самое. То есть ты будешь просто играть на минималках и все. Единственное, что мы можем какой сделать вывод, что это смарт меньше по производительности, чем Poco X6 Pro, и менее комфортно играть намного, хотя он стоит в 2 раза дороже. Наверное, вот такой итог. И смысла гонять его нету. В итоге это все переросло в то, что я тестирую Айку. Гонять завтра Айку нет. Но единственное, надо сейчас сделать, как-то умудриться фотографию, может быть, в ночи, и сегодня же запостить это дело. Правильно? Ну, 3 часа, 5-6 сидеть по 15% поедая. Он горячий. То есть это дело у нас не нагревалось, айку, вот от слингшотов, что с ним происходит. То есть 45 градусов, и здесь 44 градуса на этом. Почему? Потому что тканевый чехол, вот этот кожзам, супер модный. Я, по-моему, все в красном цвете. И S-Pro тоже купил красный, а не синий. Ну и ладно. Айкушечки наше все. Да, бессмысленная просто гонялка вот этого смартфона. Он и не нагрелся ничуть. Потому что нечему нагреваться. Тротлил он по полной. До 100% зарядить у меня его не получилось. Единственное, зачем я его использую и буду использовать, это для сравнений по видеосъемке. В принципе, все. Вот. Огромное спасибо всем, кто пришел. Все равно считаю любые попытки, идеи удачными, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает, а ошибкой считать то, что смартфон просто-напросто ничего не поедает, потому что ты не можешь выставить на нем настройки. Ну вот теперь буду знать. И даже с этими настройками он тормозит. И даже Poco X6 Pro за 19-20 тысяч лучше, чем это дело за 35. Вот. Огромное спасибо всем, кто посидел со мной на этом стриме. Айкушку догоняю по стресс-тестам. Завтра прогоним его полностью. Я думаю, что ему будет плохо. Хочется вот эту крышку снять, чтобы ему стало полегче, но ее не снять. Что будет в тротлинг тестах и все остальном? Мы прогоним 3 раза антутовский тест и потом поиграем. Потом я его дозаряжу и потом поиграем. Вот так будет.
Даша, Эвелиан, Universal, Светлана, Василий, Someone, Мистер, Петр, Нол, Андрей. Огромное спасибо, что пришли. Пикселю, Тензору нет, как всегда. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Сегодня будет защищенный смартфон. Всем, кому интересно, чтобы я гонял в онлайне эти железяки, и мы делились мнениями, подписывайтесь на канал с колоколом. 8А все равно еще актуальный смартфон. Это объективно, когда 9А выйдет.